Приветствую всех на канале Мы Дачники. Делаю я сегодня джем из калины. В миске у меня 6 килограмм 800 грамм уже почищенной и промытой калины. Тут же у меня рабочий инструмент в виде мясорубки электрической. Естественно, будет присутствовать у меня и вот такое сито с пестиком. Это для того, чтобы отделить жмых от калины и оставить только сок и мякоть. Естественно, понадобится сахар. Сейчас я все это количество калины пропущу через мясорубку вместе с костями, а потом буду через вот это вот сито удалять жмых. Вот таким образом засыпаем все постепенно в мясорубку, в лоточек мясорубки. Сейчас я буду ее потихоньку проворачивать. А скажу немного о калине, что она настолько полезная, что вы даже не представляете себе. Очень много в ее арсенале полезных веществ. И для здоровья все это очень пригодится, особенно зимой. Она и сосудосуживающая калина, и снимает давление при гипертонии, и много-много другого у нее, конечно, для сердечно-сосудистой системы в особенности очень хорошо. Вот. Ну и, конечно, при болезнях типа гриппа, ОРЗ, она играет немаловажную роль, как и мед. Вот. Калина патагонная и снимает температуру. Так что всем рекомендую, включаем. Итак, дорогие друзья, я перелопатила все 800 килограммов моей калины через мясорубку. Но чтобы не поломать вашу помощницу, ни в коем случае надо через решеточку делать не вот такую вот, это средняя, а на самой большой. Косточки проскальзывают, но она давится. Вот. Поэтому, чтобы не испортить мясорубку, надо обязательно использовать вот такую сеточку, решеточку на мясорубку. А теперь мы весь вот этот вот такой густое будущее варенье мы будем через сито протирать. Не люблю я костей в варенье, в желе, да в чем угодно. Ну, не люблю, чтобы они попадались. То есть, конечно, все это трудоемко. Но если хочется сделать вкусный продукт хорошего качества, то надо постараться. Жмых я не довожу до совсем сухого состояния, естественно. Вот он у меня получается слегка влажный, но практически все полностью. Вот видите, что получается в итоге. То есть вот это уже можно выкидывать. Итак, дорогие друзья, вот у меня получилась вот такой консистенции будущее варенье джем. Сейчас я буду добавлять сюда сахар. Здесь у меня 4 килограмма, ну 400 там, ерунда. Значит, добавляю сразу 1 к 1. Тут у меня останется совсем немного сахара. Все. Все это я дело перемешиваю. У меня уже стоит на подогреве моя мультиварка. На подогреве, чтобы она была готова. Половину джема я загружу в мультиварку. Режим мультиповар 110-120 градусов полчаса. Туда же я добавлю 1 бадьян, 1 гвоздичку и на кончике ножа ванилина. То есть в два захода у меня будет все это готовиться. Главное, чтобы оно там закипело.
Вот. Так как калина, в принципе, не должна особо и вариться. Она должна, как малина, чтобы была более полезной, просто перетираться с сахаром. Я же немножко привариваю, и при этом никакие витамины и никакие полезные микроэлементы не исчезают. Все, первые 30 минут прошли, полет нормальный, все хорошо, банки стерильные. Будем разливать варенье. Это бадьян плавает. Итак, дорогие друзья, второй заход. Джем, варенье из калины. 30 минут мультиповар, 110 градусов температура. Старт. Добавляем немного ванилина. Чуть-чуть слипся у меня в открытом состоянии. О, на кончике ножа у меня чистый ванилин. Так, теперь одну гвоздику и один бадьян. В процессе приготовления помешиваем. И стерилизуем банки. Итак, из первой половины у меня получилось вот таких 4 баночки. Жмых я выкинула, но выкинула на кучу компоста. То есть он у меня будет все равно работать. А некоторые хозяйки жмых тоже закрывают, а потом из него варят компот. Вот. И в прошлом году я не делала через сито, не протирала, вот, а просто выдавливала все это через марлю, 2 слоя. Тоже неплохо, тоже работает. Так что, кому что нравится, можно и через марлю. Ну вот, из такого количества почти 7 килограмм калины у меня получилось джема. 6 баночек по 750 грамм, 720 одна баночка и 2 полулитровые. Как-то так. Ну, всем приятного аппетита и крепкого здоровья. Всего хорошего.